Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня хочу сделать для вас расклад на тему, что он решил по поводу вас. Давайте посмотрим, что там себе мужчина думает по поводу вас, ваших отношений, если в расставании, хочет ли помириться, хочет ли продолжать отношения. Если продолжаете с ним быть в связи, то как он видит дальнейшие перспективы ваших отношений. И вообще, принял ли он некое решение в отношении вас. Использовать буду колоду Таро Апокалипсиса. Вы, пожалуйста, сконцентрируйте свое внимание на вашем мужчине, как всегда. Визуализируйте его, представив хорошенько. Можете назвать имя. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты. Низкий поклон каждому, кто присылает мне такие подарки. Моим спонсорам отдельная благодарность. Благодарю вас за ваши лайки, за комментарии, за подписки, за все способы поддержки моей работы. Очень нежно всех люблю. Итак. Что там мужчина себе думает делать дальше? И решил ли он что-то по поводу вас? Колода Таро Апокалипсиса. Как всегда, дно колоды. Колесо фортуны. Но в этом раскладе будет идти речь в первую очередь о кармическом партнере. Для большинства из вас это человек, данный вам небесами для прохождения очень важных кармических уроков, для вашей трансформации, для того, чтобы вы повышались в уровне своего духовного развития. Да? Для кого-то через боль, для кого-то через сложности, для кого-то через... Ну, в общем, очень много чего могло быть с этим человеком и может быть еще в вашей жизни, но это так. Еще здесь отношения периодичные, цикличные, качелеобразные. Вы можете расходиться, сходиться. Могут быть очень разные периоды в ваших отношениях. То потепление, то наоборот похолодание. То вы становитесь ближе, то вы отталкиваетесь и отдаляетесь друг от друга. Здесь такие отношения не очень-то устойчивые. Переменчивые. Возможно, вы даже и не знаете, чего дальше ждать от этого мужчины. Не зря смотрите сегодня расклад, потому что интересно узнать, а что же он там себе думает дальше. Что с человеком? Какой мужчина? Как нам его покажут? Смотрите, девчонки. Сегодня прям конкретно кармическая история идет. Кстати, хочу сделать расклад на тему, кармический ли это ваш партнер, человек по судьбе или просто так. Обычный прохожий в вашей жизни. Если интересна такая тема, то, пожалуйста, отписывайтесь мне в комментариях. Сделаю в ближайшее время. Да, здесь карма. Это человек ваш кармический. Тот, с которым вы вместе проходите очень важный кармический опыт. Очень важные кармические уроки. Для многих из вас при всем при этом мужчина может быть вашим супругом. Или настоящим, или бывшим. Или же здесь идет так, что у вас могли быть надежды и могут быть по сей день, что вы можете с ним стать семьей, то есть заключить с ним брак. Неважно, кстати, официальный или гражданский, ну просто жить вместе, быть вместе, строить вместе быт, вместе рожать детей. Ну, в общем, все, что связано с совместной жизнью. Еще эти отношения, они очень-очень, мало того, что очень многому учат вас, они учат и его тому же. А что за мужчина? Человек, кстати, для многих из вас, возможно, имеет профессию или в органах, в госструктурах неких работает, или может быть юристом, или может быть военным, или может быть... Ну, в общем, знаете, не буду на этом подробно останавливаться, но для многих из вас здесь что-то вот связанное с этим может быть. И мужчина такой, который старается в жизни держать равновесие, старается судить, рассуждать по справедливости, старается все-таки как-то, совесть у него, скажем так, есть, но давайте я спрошу, удается ли ему этот баланс удерживать этому человеку? Ну, в общем-то, во многих ситуациях жизни да, но его горячий темперамент может, безусловно, здесь играть не очень хорошую роль, в
том плане, что стараться-то он старается, но всякие, так сказать, перегибы быть могут здесь запросто, потому что огненная энергетика, кстати, вчера у нас выходил король жезлов, сегодня он вновь выходит у нас с королем жезлов. Мужчина харизматичный абсолютно однозначно, целеустремленный, мужчина знает, чего он хочет в жизни, и мужчина такой, очень и очень обаятельный. Что-то в нем есть такое, что цепляет по-настоящему. Еще давайте-ка посмотрим. Развивающийся достаточно, интересующийся жизнью, чем-то новеньким, то есть не стоящий на месте, с другой стороны, не принимающий поспешных решений. В чем-то где-то даже может тормозить, несмотря на свою огненную энергетику. В общем, то, что мы увидели на дне колоды «Колесо фортуны», это не только о ваших отношениях, это еще и о самом мужчине. То есть он может быть горячим, энергичным, инициативным, а может затормозить и все, и упереться вот лбом в стену и дальше не двигаться. Здесь очень разный человек, то есть он себя может очень по-разному проявлять. Так, ну что, давайте теперь спросим его отношение к вам. Кстати, вот это то, что мы сейчас увидели, это только как одна из граней характеристики вашего мужчины. Каждый расклад нам открывают что-то новое. Знаете вы об этом или нет, но вот так. Отношение его к вам, вернее, давайте спросим, как он видит ваши отношения. Лучше так зададим вопрос. Колесо фортуны. Ну вот, то, что мы увидели на дне колоды. Так и видит, понимает, что вы человек... Даже если он не знает, что такое кармическая связь, даже если он никакого понятия об этом не имеет, значит, он просто понимает в теории, что это такое, не называя тем правильным словом, как это действительно называется. Понимает, что вы даны небесами реально, понимает, что это очень непростая и очень не случайная связь с вами. Кармические связи не бывают простыми. Всегда есть и кочки в этих связях, и ямы на пути у пары. И не только лепестки роз, но и шипы еще какие, ого-го. И вот это он все прекрасно понимает. Как он видит ваши отношения? По колесу фортуны неустойчивыми видит отношения. Цикличными. Вот все то, что я рассказала вам в начале расклада об этом аркане, он таким образом видит ваши отношения. Однако же он осознает их важность в своей жизни. И еще он понимает, что если бывает между вами периоды, когда вы отталкиваетесь друг от друга, расстаетесь или что-то как-то случается, что вы отдаляетесь, то потом все равно судьба сводит вас вместе. То есть здесь невозможно расстаться. Ну, он так видит ваши отношения, что у вас связь вот такого плана, такого порядка. Но это на самом деле очень хороший аркан, очень серьезный. То есть это не поверхностное отношение, что так вы обычная прохожая в его жизни, вовсе нет. Здесь мужчина имеет вот такие мысли о вас. То есть видит ваши отношения таким образом. У этого человека есть какие-то чувства к вам сейчас? А у этого мужчины есть страсть, и вообще мужчина ведомый страстью. Первый основной импульс, который дает ему вдохновение в отношениях, это сексуальный импульс. И мужчина страсти, мужчина движим страстью, страсть равняется любви, если есть страсть, есть любовь, вот это о нем и это о вас. Поэтому говорить о чувствах, чувства, способен ли на глубокие чувства привязанности? Мужчина очень такой, знаете, мало того, что амбициозный, он безусловно сосредоточен на себе любимом, на своих интересах. Говорить здесь о глубоких привязанностях, глубочайших чувствах, о способности мужчины растворяться в своей партнерше. Нет, это не о нем. Здесь мужчина такой, очень много мужских энергий и очень много сосредоточенности на себе любимом. То есть он для себя центр вселенной, безусловно. Но к вам яркий импульс, яркий интерес. Я не зря сказала, страсть равняется любви. Страсть присутствует однозначно. Соответственно, можно говорить о том, что, возможно, можно сказать, что мужчина по-своему любит, потому что для него страсть равняется любви. Вот здесь такими энергиями дышит этот человек и живет. Ну, вообще, конечно, для многих из вас здесь мужчина может быть настолько гордым, что это даже порой с гордыней граничит. И
полностью на себе мужчина, весь акцент его внимания, весь ракурс вообще, все вокруг него крутится в его жизни. С одной стороны, конечно, это неплохо, естественно, здоровый эгоизм, доля здорового эгоизма у всех у нас должна присутствовать, но здесь может быть зашкал у этого человека. Так что говорить о том, что может растворяться в другом человеке, в партнерше, сходить по ней с ума может на самом деле в результате такого влечения сильного, но эмоционально растворяться нет. Этот человек видит отношения ваши дальше? Если да, в каком формате? Он очень много думает об этом. Этот человек хотел бы, чтобы у вас отношения были такие, знаете, как релакс, расслабуха, чтобы все было спокойно, тихо, при всем при том, что у него страстная очень энергия. Он может их проявлять, конечно, эти энергии, и, соответственно, темперамент свой. Но он хочет, чтобы ваши отношения, в принципе, были спокойными и такими расслабляющими. Ему хочется тишины, покоя, мира в отношениях. Гармонии очень хочется. Он мечтает о таких спокойных отношениях, когда очень комфортно и ему, и женщине. Вот у него мысли об этом. А он сам способен на такие отношения, этот человек? А сам он, девочки, извините за выражение, но нифига не способен. Потому что, во-первых, у него характер тяжелый, а во-вторых, мужчина очень закрытый. Очень тяжело с этим мужчиной войти в по-настоящему такой интимный контакт, имеется в виду душевный, духовный, эмоциональный, потому что он сам закрытый человек, на эмоции весьма и весьма жадный. У него нет природной способности уж слишком так уж телячьей нежности разводить. А любой женщине, безусловно, хочется эмоций. Этот человек не эмоций. Нет. Даже если он их испытывает, он не умеет их проявлять, он не умеет слова говорить, те, которые хочется слышать. Он закрытый человек. И плюс еще к этому он такой, меня обидели. Он считает, что не всем людям далеко, а лучше вообще никому в жизни доверять нельзя. И лучше закрываться, лучше не открывать никому свою душу. Ну, так будет проще жить. То же самое касается и отношения к вам. Вообще он даже, если у него в жизни есть любимая женщина, он даже женщине по-настоящему душу свою не откроет. Вот в этом проблема, в общем-то. Он хочет легких, таких спокойных, расслабляющих отношений, да? Без драмы, без выяснений отношений, без скандалов, чтобы все было на кайфе. Однако с ним этот кайф весьма и весьма сложно получить, потому что у него вот такой характер. Есть ли у него некое определенное решение по поводу вас и ваших отношений? Или пока нет? Он понимает, что нужны перемены. Он прекрасно понимает, что на месте стоять здесь долго или не получится, или же, ну, если получится, то это будет колесо фортуны, одно и то же. То есть вы можете расставаться, сходиться, но ничего в итоге решаться не будет. Но само понимание того, что что-то менять в отношениях нужно, у него есть. Есть. А готов ли он что-то менять? Давайте так спросим. Ну, в общем-то, да. А что именно он готов менять? Тогда давайте спросим. На удивление, но у мужчины есть даже и готовность, и решение по этому поводу, понимание, вернее, того, что нужно менять. И, в общем-то, он даже способен и действия некоторые воспроизводить. А почему? Почему? По той причине, что вы дороги, или, может быть, его какие-то интересы, или еще что-то. А он понимает, что вы в итоге с ним зашли сейчас, подошли к порогу кризиса или находитесь сейчас в кризисе. Все непросто, все достаточно сложно. Я не зря говорю вам по колесу фортуны, у вас по-разному бывает. То густо, то пусто, то тепло, то холодно, то близко, то далеко. В итоге такого сценария отношений вы пришли к кризису. И причем кризис этот взаимный, совместный. Однако же вы в одной лодке. Посмотрите. Он понимает, что вы все равно нуждаетесь друг в друге. Как бы сложно ни было, что бы между вами ни происходило, какие бы недоразумения в жизни вашей не случались, недопонимания. Однако же вы с ним в одной лодке. Поэтому аркану вам вместе может быть сложно, могут быть проблемы. Но когда вы расстаетесь, вам еще хуже становится.
Вот именно поэтому у него и есть некое, даже уже, можно сказать, желание. Я не могу сказать, что конкретное решение. Вот мне не показали, что он прям конкретно решил, что сейчас или женюсь на ней, или буду с ней мириться, восстанавливать отношения, или что-то ей конкретное предлагать. Но мужчина практически уже созрел на что-то по той причине, что понимает, что ему без вас, ну, очень будет плохо. Если уже неплохо сейчас. Если вы с ним расстались, то значит он тоскует, ему плохо, у него ощущение потери огромной. Если расстанетесь, значит, он думает о том, если я ее потеряю, если еще не потерял, то значит, я буду чувствовать себя вот таким образом. Именно поэтому, еще знаете как, он может думать так, что почему я вижу, что прям вообще конкретного решения нет, но он думает так, если вдруг она решит расстаться, или если вдруг случится так, что мы ну совсем конкретно уже все в таком кризисе погрязнем, что дальше некуда, значит, тогда я начну действовать. Для того, чтобы ее вернуть, для того, чтобы что-то восстановить. Вот здесь мысли такие у мужчины. А можно ли ожидать тогда с его стороны реальных действий в ближайшее время? Все это, конечно, прекрасно, но вот действий пока не вижу. А почему? По какой причине? Хотя он практически созревший. Пока сдерживается мужчина. Пока еще считает, что не настал для этого момент правильный. А еще он очень боится. Он на самом деле не знает вообще, к чему приведут его действия и что будет дальше. Нет уверенности в том, что все будет хорошо. Ну, начинается, да, вроде как уже и созревает, вроде как и для действий, для перемен. Хорошо, давайте тогда спросим, может быть, он ждет вашей инициативы, если вы хотите дальше быть в отношениях с этим мужчиной. Кстати, если вы с ним в расставании, то здесь можно через некоторое время от мужчины все-таки чего-то ждать, неких инициатив. Если вы продолжаете отношения, значит, мужчина еще тянет немножко время, страхи, и нет уверенности полной в том, какие результаты даст такая тактика поведения. Можете ли вы каким-то образом повлиять на этого мужчину, чтобы он решился быстрее на некие шаги? Влюбленная. Но тут влюбленный такой, знаете ли, себя аркан. Насколько вы видите, женщина здесь выше мужчины. Она как богиня, как муза, как звезда. Он протягивает к ней руки и понимает, что она на пьедестале, где-то там, на небесах, вот такая красавица. Она любимая, безусловно, эта женщина. Тут знаете, о чем речь идет? Что вы, пожалуйста, не теряйте статус этой звезды, не теряйте статус этой прекрасной богини-красавицы, которую мужчина боготворит, и, в общем-то, вы этого заслуживаете. Как вам себя вести? Мягко, ровно, спокойно. Проявлять к нему нежные, мягкие волны любви, волны позитивных эмоций. Это, девочки, обратите внимание, в том случае, если вы хотите с этим мужчиной быть дальше. Если хотите. Если нет, значит, вы просто смотрите расклад ради интереса, и вам идет информация о том, что мужчина здесь может оживиться, может появиться, может попытаться ваши отношения восстановить, и вам решать, будете восстанавливать или нет. Но если вы хотите дальше быть в отношениях с ним, то значит проявлять нежные эмоции, вибрацию любви этому мужчине посылать, но не перекармливать его этим. Не забывайте о том, что вы выше. Вот он протягивает к вам руки, он практически молится на вас. Вот так, в общем-то, приблизительно в таком формате и нужно поддерживать связь с ним. То есть полностью спускаться сейчас к нему и превращаться в обычную земную женщину не стоит. Немножко держите его вот так. Проявляйте вибрации очень нежные, сладкие, да, но в то же время немножко держите его вот так, как здесь на этом аркане. Вы выше, он ниже, он протягивает руки к вам. Но я надеюсь, вы поняли, да, о чем идет речь. Не забывайте о чувстве собственного достоинства все-таки. И вот точно не растворяйтесь в нем полностью, потому что он у вас растворяться не будет. У меня очень хорошие стихи есть замечательной девушки ВКонтакте я выставляла, да и вообще везде у себя, о том, что не стоит растворяться в мужчине, как сахар в чае. Найдите, почитайте, замечательное стихотворение, просто великолепно. Это как раз, наверное, я еще раз его выставлю для вас, чтобы вы вновь его прочитали, кто не читал. Замечательный стих как раз об этой ситуации. Ну хорошо, давайте тогда спросим, какие перспективы
В том случае, если вы хотите продолжать отношения с этим мужчиной, если точку поставили, значит, были для этого причины, поводы. А если вы хотите дальше продолжать отношения с этим мужчиной, какие перспективы видят? Умеренность. Здесь есть вероятность и примирения, и налаживания отношений, и вообще вероятность того, что вы с этим мужчиной можете быть в отношениях очень долго. Очень долго. Для того, чтобы эти отношения не превратились в бесконечную череду расставаний, схождений, холода, тепла и так далее по колесу фортуны, здесь, конечно, вам нужно тактику вести, поведение с ним вот такую, как здесь по аркану влюбленные. Но здесь есть все шансы на примирение, аркан умеренность, на то, чтобы восстановить отношения, и на то, чтобы, в общем-то, обрести гармонию в этих отношениях. Так что, если есть большое желание, все возможности, безусловно, здесь есть. По сути, с этим мужчиной здесь настолько глубочайшая кармическая связь с этим человеком, что расставание я точно здесь, если вы не расстались до сих пор, то расставание я точно здесь пока не вижу. А если расстались, то в любой момент вас судьба может свести вновь. Но здесь такая связь, девочки. Даже если точка поставлена, наверняка не зря смотрите расклад, потому что все равно тянет, все равно еще осталось что-то в душе к этому человеку. Конечно, он может объявиться вновь, но, конечно, вам решать, дальше с ним быть или нет. Но для тех, кто хочет с ним быть в отношениях, здесь, в общем-то, перспективы есть. И даже более того, смотрите, на дне колоды у нас двойка мечей. Вот он сидит такой и решает, да, а делать мне ход или нет. Как будто уже созрел на некие решения. Как будто уже, возможно, и действий каких-то можно ожидать от него. Можно, но не прямо сейчас, немножко позже. Но мужчине надо решиться на самое главное, наверное, свое решение. И вот он сидит и обдумывает сейчас, какой ход будет следующий для того, чтобы это был очень удачный ход. Для того, чтобы этот ход привел в итоге к победе. Вот такой получился у нас расклад, мои дорогие. Благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, как всегда, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. Желаю всем счастья, любви, добра, света, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго, до свидания.